Глава 123. Однако принц тут же отверг предположение «не может быть». Он посмотрел на Хуачена. Прах — это уязвимое место каждого обитателя мира демонов, та слабость, от которой зависит их жизнь. Подумайте сами, кто бы стал вот так выставлять на всеобщее обозрение столь важную вещь, о прахе Хуачен рассказал принцу лично, когда они встретились впервые. Но по какой-то причине, говоря об этом сейчас совершенно серьезным тоном, Селянь невольно вспомнил и другие фразы, сказанные им тогда. Тот обратил на принца внимательный взгляд, и Селянь на секунду растерялся, затем сразу же отвернулся и тихо кашлянул. Ши Цинцюань произнес: «Но чьи же это кости?» Окружив жуткий скелет, они принялись его изучать. Селянь сказал: «Во-первых, это мужчина. Это мы заметили. Во-вторых, у этого человека весьма подвижные руки и ноги, в особенности пальцы. Думаю, он тренировался в боевом искусстве, но, возможно, не достиг высот. Лучшие мастера боевых искусств соблюдают обет непорочного тела, а этот скелет не таков». Шиуду бросил на скелет лишь взгляд и сразу отошел. «Главное, чтобы эта тварь не вскочила с места и не встала у нас на пути, а что он такое, совершенно неважно. Ваше превосходительство, повелитель земли, взгляните, возможно ли здесь применить сжатие тысячи ли?» И вдруг, едва прозвучали его слова, скелет вскинул голову и, не давая никому опомниться, бросился в сторону Шиуду. К счастью, Селянь среагировал молниеносно. Один удар ладони, и скелет обрушился на пол кучей костей. Ши Цинцюань вскрикнул: «Брат, из 5 присутствующих Хуачен не станет вмешиваться, чтобы защитить посторонних, и потому Селянь, как единственный бог войны, сразу приобрел для всех чрезвычайную важность». Однако Шиуду, подвергшись внезапному нападению, остался довольно невозмутим, только отступил на шаг и сказал: «Да что с этим скелетом такое? Неужели душа еще не рассеялась и до сих пор остается при нем?» Селянь присел на корточки, порылся в костях и покачал головой. «Странно». Шиуду спросил его, что именно. Селянь поднялся и ответил: «Совершенно ясно, что души в этих костях совсем не осталось, иначе мы бы почувствовали это, как только приблизились к нему». «Но если это так, почему он внезапно напал?» Помолчав, Селянь ответил: «Я думаю, это вспышка угасающей свечи». Ши Цинцюань полюбопытствовал: «Вспышка угасающей свечи? Но ведь это применимо лишь к живым. Даже на пороге смерти человек еще считается живым». Селянь пояснил: «С мертвыми все то же самое. К примеру, призыв души на 7-й день — это тоже вспышка угасающей свечи, когда душа умершего возвращается, чтобы еще раз увидеть родных и близких. На самом деле, разницы здесь нет. Мне думается, что его превосходительство, повелитель, вот чем-то встревожил его и спровоцировал внезапную концентрацию оставшихся сил на последний рывок». Рассуждения принца звучали разумно, и Шиуду отнесся к ним с должным вниманием. «В таком случае, что же, по мнению вашего высочества, могло его встревожить либо какие-то ваши слова, либо что-то из вещей, что вы носите при себе?» «А что я говорил?» Мин, и, тяжко вздохнув, ответил: «Главное, чтобы эта тварь не вскочила с места и не встала у нас на пути, а что он такое, совершенно неважно». Ши Цинцюань, почесав затылок и ничего не понимая, спросил: «А что не так с этой фразой? Неужели этот уважаемый господин настолько вспыльчив?» В обсуждениях не удалось выяснить причину случившегося, и Селянь произнес: «Его душа уже рассеялась, оставим его в покое». Принц заново собрал скелет, усадил на прежнее место на божественном постаменте, сложил руки в молитвенном жесте и несколько раз поклонился. Ши Цинцюань тоже подошел и отвесил пару поклонов за компанию. Они обошли весь чертог сумрачных вод, но больше никого не обнаружили. Легендарного черного демона черных вод не оказалось дома. Однако устройство самого чертога было достаточно сложным. Здесь имелось множество больших и малых пристроек. На двери одной из таких, узкой и почти незаметной, красовались замысловатые магические символы, следы от использования сжатия тысячи ли. Видимо, на острове Черных вод действительно было место для применения заклинания перемещения. И оно находилось именно в этой маленькой дворцовой пристройке.
Использование определенного места как связующее звено требует намного меньших затрат магических сил, чем рисование нового поля. А они как раз находились не в той ситуации, чтобы попусту разбазаривать магические силы. Мин, как признанный мастер в этой области, с первого взгляда определил, это одностороннее магическое поле. Селянь с пониманием спросил, это значит, что оно отправляет только отсюда, а попасть сюда из другого места нельзя, верно? Мин и кивнул и добавил, и затраты магических сил также уменьшаются. Ши Цинцюань воскликнул, да ведь это именно то, что нам нужно. Нам необходимо лишь выбраться отсюда, прекрасно. Давайте скорее отправляться, пока хозяин черных вод нас не обнаружил. Одной рукой придерживая Мин, и он потянулся другой к двери, но тот вдруг сурово предостерег: «Стой!» Ловушка. Ши Цинцюань сразу же отскочил на 3 чи назад, потащив с собой Мин, и какая ловушка, повелитель земли, помолчав немного, сделал Ши Цинцюаню знак подвести его обратно. Мин и долго разглядывал знаки на двери, затем уверенно заключил, не обошлось без подводного камня. Магическое поле на этой двери за раз может пропустить только одного человека. Ши Цинцюань переспросил, и такое тоже бывает. А что произойдет, если пройти через нее вдвоем? Мин и холодно ответил, когда двое достигнут необходимой цели, они обнаружат, что превратились в одного. Из присутствующих в данном вопросе по-настоящему разбирался только Мин а остальные — водное божество, божество ветров и бог войны — не могли похвастаться таким мастерством. Первой же реакцией селяня стал взгляд на Хуачена, однако тот лишь хмуро смотрел на магическое поле, не высказывая возражений. Как видно, Мин и говорил правду. Принц задумчиво сказал, если это действительно так, то незнающие, вторгшиеся сюда, захотят таким образом спастись от смерти, а вместо этого превратятся в жуткое зрелище. Теперь ясно, почему это ловушка. Как назло, именно в этот момент сверху раздался раскат грома, и по небу проползли извивающиеся молнии, озарив лица присутствующих бело-голубым светом, отчего они стали походить на ожесточенных призраков. Все переглянулись, и Ши Цинцюань произнес: «Брат, снова». На лице Ши Уду залегла тень. Он не ответил, но стало понятно и без того, небесная кара вновь его настигла. В голове селяня отголоском прозвучали слова Пэймина, сказанные как-то невзначай: «Водяной Шисюн, в этот раз невезение так и обрушилось на тебя». Ши Цинцюань добавил: «Раз уж здесь можно воспользоваться сжатием тысячи, давайте же скорее покинем это место. Если сюда ударит молния и разрушит чужую резиденцию, тогда уж конфликт выйдет нешуточный. Разрушить дворец небожителя — все равно, что разбить вывеску над чьей-то лавкой, это означает начало непримиримой вражды». Никто не знал, существуют ли подобные запреты в мире демонов, однако, если подумать, никому бы не понравилось, если бы его дом вот так взяли и уничтожили. Мин и смазал пальцем кровь со своей раны и, с трудом держась на ногах, приготовился нанести заключительные штрихи в магическое поле. «Куда отправляемся?» «И кто будет первым?» Селянь ответил: «Ну, разумеется, первым пойдете вы, поскольку вы ранены». Но Мин и покачал головой. «Каждый раз придется дорисовывать поле заново. Никто из вас не умеет этого делать, я должен остаться». Ши Цинцюань вмешался: «Тогда я останусь с тобой, Мин Сюн, и пойду предпоследним». Ши Уду перебил: «Да куда тебе, ведь ты теперь...» «Никакого толку от того, что ты останешься, не будет. Скорее ступай первым на берег Восточного моря». Но Ши Цинцюань возразил: «Сейчас ни от кого из нас почти нет толку, так что разницы никакой». В этот раз дело совершенно не касалось Мин Сюна, а в итоге он так сильно пострадал, и он вздохнул. «Я чувствую себя ужасно виноватым». Ши Уду заверил: «Все равно вы окажетесь в одном и том же месте. Скоро все закончится, чего ты боишься?» В прошлом стоило Ши Уду сказать пару фраз, и Ши Цинцюань повиновался. Но теперь он повел себя иначе, не послушался старшего, а вместо этого задал вопрос: «Но если мы уйдем первыми, что будет с генералом Пэем? Ведь он же тогда останется здесь». Ши Уду тоже понял, что Ши Цинцюань уже не такой послушный, как раньше,
и на его лице отразилась сложная гамма чувств. Спустя мгновение он сказал: «Все будет в порядке, Пэйсюн очень живучий. Он способен продержаться здесь до тех пор, пока мы не пришлем подмогу с верхних небес». Селянь не знал, что на это возразить. Интуиция подсказывала принцу, что повелитель вод прав, да и ничего плохого не имел в виду. И все же принца вдруг посетило сочувствие Пэймину. Помолчав, Селянь произнес: «Постойте». Остальные обратили к нему свои взгляды. «Ваше превосходительство, повелитель земли, вы уверены, что за этой дверью действительно подействует заклинание сжатия тысячи? Не возникнет ли неприятностей? Я считаю, что не слишком разумно слепо делать такой шаг. Может, для начала проверим, сработает ли заклинание». Мин и действительно перестал дорисовывать штрихи и спросил: «Как это проверить?» «Для проверки все равно кто-то должен войти в дверь». Ши Цинсюань поднял руку: «Тогда это буду я, Хуачен», который уже довольно долго молчал, теперь все же вмешался, скрестив руки на груди: «Прошу прощения, что прерываю вас. Но не приходил ли вам на ум один вопрос?» Мин и съязвил: «Не терпится услышать дрожайшее мнение вашего превосходительства». Хуачен продолжил: «Как узнать, что тот, кто отправился проверить действие заклинания, достиг места назначения?» Селянь удивленно замер. «Верно. Ведь повелитель Земли сказал, что это одностороннее магическое поле. Иными словами, стоит кому-то выйти через дверь, и уже не получится перенестись обратно, чтобы сообщить другим, получилось ли безопасно добраться до нужного места. К тому же мир внутри озера отделен от внешнего барьером, и общение при помощи сети духовного общения также под запретом. Кажется, это тупик. И только что они совершенно позабыли об этом моменте». Хуачен подвел итог: «Выходит, в излишних обсуждениях совершенно нет смысла. Одно слово, идем или нет, и нужно решать как можно скорее. Боитесь? Значит, остаетесь здесь». Хуачен улыбался, но Селянь почувствовал, что он едва заметно нервничает, словно торопится покинуть это место. Принц ощущал его волнение с того самого момента, как водяной дракон, которого призвал Шиуду, вернул их на остров, но теперь оно стало усиливаться. Шиуду тоже не желал больше ждать, гром будто звучал над самым ухом, и если сейчас не уйти, рано или поздно молния ринется сюда, тогда всем придется худо. Поэтому повелитель вод первым вошел в пристройку и захлопнул дверь, а Мин и быстро завершил круг магического поля. Когда они открыли дверь снова, внутри лишь витал легкий дымок, но не было ни души. Мин и заключил: «Дело сделано. Следующий». Ши Цинсюань начал было: «Тогда пойдет его высочество», но Мин и, не дав ему договорить, уже притянул его за руку и затолкал в комнату, затем закрыл дверь и снова завершил поле. Когда дверь открылась снова, Мин и посмотрел на двоих оставшихся. Селянь сказал: «Сань Лан, ты пойдешь первым», но Хуачен взял его за руку и с нажимом произнес: «ГГ, идем вместе». Селянь так и застыл. «Но ведь за один раз через магическое поле может пройти только», Хуачен возразил: «Я не живой человек, не волнуйся». И все же Селяня что-то постоянно беспокоило, только он и сам не мог понять, что именно. Хуачен прошел вместе с ним за дверь и сказал, обращаясь к Мин и монастырь водных каштанов. Мин и молча кивнул. Когда створка двери медленно закрылась перед селянем, сквозь тонкую щель он увидел лицо Мин и окруженное мраком. Принц невольно подумал, повелитель земли правда сможет еще продержаться. Хуачен своей рукой закрыл дверь, секунду постоял, не шевелясь, а затем открыл снова, и перед ними возникло внутреннее убранство монастыря водных каштанов. Стояла глубокая ночь. Цижун спал, забрав себе все одеяло и раскинув руки и ноги, отчего походил на труп, да еще храпел так, что едва не содрогался потолок. Гуцзы раньше во сне вел себя прилично, а теперь, наверное, испорченный новым папашей, мальчишка сопел, улегшись поперек живота Цижуна, подобно мертвой рыбке. Только Лан Ин по уму спал в уголке, сжавшись в комок и накрывшись одеждой. Селянь отобрал одеяло у Цижуна,
подавил в себе желание придушить братца тем же одеялом и накрыл двоих детей. «Мы правда вернулись», — прошептал принц. Хуачен за его спиной закрыл дверь. «Да, все закончилось». «Думаю, еще нет. Пока неизвестно, в порядке ли повелитель ветров и остальные». Принц осторожно толкнул дверь и вышел из монастыря. Снаружи, наконец, появилась возможность разговаривать в полный голос, но первым делом Селянь позвал через ранее созданную им сеть духовного общения, повелитель земли. «Вы вернулись», ни звука в ответ. Подумав о том, что Мин и не мог настолько быстро завершить последнее заклинание, Селянь решил войти в сеть духовного общения верхних небес. Покуда он этого не сделал, пребывал в неведении, а оказавшись внутри, подскочил от испуга, внутри царило полное сумасшествие. Все небесные чиновники что-то кричали, и даже Линвэнь вышла из себя: «Прекратите совать мне бесполезную информацию, сколько мне придется просмотреть ее за день. Вы что, не можете сами пораскинуть мозгами, обязательно сразу спрашивать меня?» Селянь поспешно обратился к ней: «Линвэнь, вернулись ли повелитель вод и остальные превосходительства?» Линвэнь тут же словно подменили, схватившись за принца, а она заговорила: «Ваше высочество, почему ваш голос вдруг сделался таким громким? Вы вернулись из Восточного моря. Куда запропастились повелитель вод и генерал Пэй?» «Я вернулся из Южного моря». «Из Южного моря, из Черных вод». Линвэнь совсем растерялась. «Но как вы там оказались? Мы ведь никогда не приближаемся к тем местам. Старина Пэй и остальные тоже там, это долгая история. Повелителя вод во время прохождения через небесную кору по ошибке занесло в черные воды, мы с огромным трудом выбрались оттуда. Он и повелитель ветров, и повелитель вод шли впереди нас, и теперь должны оказаться у Восточного моря. Они не попали в поле вашего зрения, нет. У Восточного моря давно все спокойно, более 200 рыбаков спасены все до единого. Но следов повелителей вод и ветров не обнаружилось ни на суше, ни на воде. Как же так? Разве только что. Ваше высочество, наследный принц. Ваше высочество, вы хотите еще что-то сказать? Нам прямо сейчас послать отряд в Южное море?» Селянь невнятно бросил: «Не успеть». Он отключился от сети духовного общения и резко повернулся. Сань Лан. Хуачен, видимо, уже понял, о чем спросит принц. Он стоял, молча заведя руки за спину, и сосредоточенно смотрел на селяня, который сказал: неужели ты когда-то давно заключил с ним некое соглашение?» Хуачен не ответил сразу, но когда его губы шевельнулись, селянь быстро прервал: «Нет, ничего не говори. Тебе не нужно мне отвечать. Если ты с кем-то заключил соглашение, я бы точно не хотел, чтобы ты из-за меня нарушал данное обещание. Я не должен был вот так сходу спрашивать об этом, я не желаю ставить тебя в затруднительное положение. Ваше высочество, прости». Селянь покачал головой. «Тебе не нужно просить прощения. Я должен был давно понять, что ты не можешь вмешаться и не можешь раскрыть мне правду напрямую из-за некоего соглашения». Хуачен ведь пытался уговорить его не вмешиваться, но при этом не препятствовал, только все время находился рядом, оберегал и даже придумал способ, как вытянуть принца из заварушки. Но селянь каждый раз по каким-то причинам оказывался все ближе к центру событий. «Наоборот, я должен поблагодарить тебя», — сказал принц. «Ты обо всем догадался», — селянь кивнул. «В общих чертах. На самом деле, я давно должен был догадаться, но он оказался по-настоящему хитер. Я постоянно слишком многое обдумывал, сомневался и вновь переворачивал все с ног на голову, и каждый раз упускал самое очевидное». Помолчав, принц добавил: «К тому же, он поистине отнесся к тебе весьма уважительно. Ему пришлось потратить немало сил и круто извернуться, чтобы аккуратно отодвинуть меня в сторону». «Ваше высочество», — произнес Хуачен. «На этом все кончено». Селянь вздохнул. «Я бы тоже этого хотел. Но, боюсь, он немного перегнул палку». Спустя секунды молчания Хуачен мягко сказал:
но ведь ты уже здесь, и вернуться снова в демонические владения не сможешь. Оставим им самим разрешить этот конфликт. Селянь же возразил: вот и нет. Своим ответом он заставил Хуачена застыть. Селянь продолжил: только что я вспомнил. Есть один способ, который позволит мне связаться с повелителем ветров. Он сложил руки в печати. Поэтому, Сань Лан, прости, я должен отлучиться ненадолго. Увидев печать, Хуачен мгновенно все понял, и тем не менее явно не ожидал такого хода. Его глаза чуть округлились, с губ слетело: «ГГ», Селянь по слову выговорил: «перемещение души». Принц закрыл глаза, подчиняясь знакомому ощущению легкости, словно его душу вырвали из тела, а затем резко сбросили вниз с большой высоты. Когда он снова открыл глаза, то Хуачена перед собой не увидел, только бескрайнюю черноту ночи и быстро мелькающие мимо деревья, растущие в горном лесу. Еще Селянь услышал свое частое дыхание и громкое сердцебиение. Получилось, заклинание перемещения души используется далеко не так часто и расходует огромное количество магических сил. Оно сильнее и коварнее заклинания духовного общения и к тому же намного реже применяется. Поэтому обыкновенно тот, кто ставит магический заслон, не задумывается о защите от подобной техники. В тот день, когда они с Ши Цинцюанем в первый раз воспользовались перемещением души, повелитель ветров не успел закрыть от принца свое сознание, лишился магических сил, превратившись в простого смертного. Они все равно что обменялись ключами от своих комнат и некоторое время пожили там. Когда произошел обратный обмен, Ши Цинцюаню следовало бы сразу же сменить замок, и тогда Селянь не смог бы проникнуть в его жилище снова. Однако он этого не сделал. Поэтому у Селяня получилось открыть комнату Ши Цинцюаня тем же ключом, только вот Ши Цинцюань уже не мог открыть комнату Селяня. Так они теперь оказались вместе в одном теле, а тело принца сейчас, должно быть, на месте обмякло и повалилось на земь. Интересно, успел ли Хуачен его подхватить? Ши Цинцюань куда-то бежал, сбивая дыхание, едва не теряя сознание от страха, словно за ним по пятам гналась какая-то тварь. Селянь услышал за спиной демонический вой, преследующий его против ветра. Та самая толпа сумасшедших чудиков из темницы на острове Черных вод. Создавалось ощущение, что Ши Цинцюань притягивает их, будто что-то желанное, даже, можно сказать, они, охваченные жаждой, неотрывно гонятся за ним, закатывая глаза и высунув языки. У Ши Цинцюаня уже болели ребра и легкие, хотелось заплакать, но слез не было, хотелось кричать, но крик не получалось выдавить из горла. Селянь ощутил, как сбивается на бегу его дыхание, и если так пойдет дальше, он долго не продержится. Поэтому принц самовольно взял контроль над ритмом бега и позвал: «Ваше превосходительство». Он воспользовался для этого ртом Ши Цинцюаня, и тот едва не прикусил язык от испуга. «Кто здесь? Кто в моем теле?» Селянь продолжил: «Успокойтесь, ваше превосходительство. Я воспользовался перемещением души, чтобы вас отыскать. Доверьтесь мне, я помогу вам убежать». Селянь почувствовал, как из уголков глаз Ши Цинцюаня так и хлынули горячие слезы. «Ваше высочество, вы просто одарили меня спокойствием. Вы поистине самый надежный друг. Спасибо вам. Не благодарите. Послушайте меня, ваше превосходительство, скорее бегите, но разве я прямо сейчас не этим занят? Я не этот бег имею в виду, я хочу сказать, скорее уходите отсюда». За разговором из-за леса вдруг выпрыгнула другая группа грязных сумасшедших, которые скопом набросились на Ши Цинцюаня. Селянь хрустнул суставами на пальцах обеих рук и отвесил непрерывно 30 ударов ногами, сразив всех безумцев, так что теперь они лежали на земле, не в силах подняться, и нечеловечески стонали. Ши Цинцюань так и открыл рот от удивления. «Это я их так? Вот это силище! Как здорово быть богом войны! Я тоже хочу быть богом войны!» Селянь, однако, искренне, по-дружески окатил его ушатом холодной воды. «Не выйдет, ваше превосходительство. Ваше тело совершенно не подходит для того, чтобы стать богом войны». Они разговаривали, находясь внутри одного тела,
и казалось, что у Ши Цинцюаня раздвоение личности, и он ведет беседу сам с собой. Любому стороннему наблюдателю картина показалась бы крайне странной. «Ваше превосходительство, а где повелитель вод?» Ши Цинцюань огляделся по сторонам. «Не знаю, куда подевались мой брат и Мин Сюн». Едва открыв дверь, я обнаружил себя по-прежнему в чертоге сумрачных вод, просто вышел из другой комнаты, вот и все. Не понимаю, где случилась осечка. Внезапно Селянь оттолкнулся от земли ударом ноги и подлетел в воздух, запрыгнув на дерево. Ши Цинцюань не понял причин его поступка, но ощущение, будто бы он без наставника изучил приемы боевых искусств и теперь применял их, когда вздумается, оказалось слишком уж удивительным, поэтому он позволил принцу управлять своим телом и ловко забраться на самую верхушку, где все-таки спросил: «Ваше Высочество, почему вы вдруг, не давая договорить?» Селянь зажал ему рот рукой. На самом деле он зажал рот и себе. Спустя еще некоторое время Селянь переполз на ветку и уселся там, спрятавшись среди густой листвы. Почти сразу внизу на тропе показалась длинная покачивающаяся тень. Приглядевшись, принц узнал Мин. Он выглядел все таким же болезненно бледным, на его красивом лице прибавилось смертельной ци, и все же он еще мог идти, хоть и с большим трудом. Ши Цинцюань обрадовался, убрал руку от рта и вознамерился позвать его, однако Селянь зажал ему рот снова. На этот раз двумя руками и так крепко, что даже струйки воздуха не проходило сквозь пальцы. Будучи не из тех невежд, что поступают опрометчиво, Ши Цинцюань сразу понял, что в действиях Селяня скрыт какой-то глубокий смысл, и перестал сопротивляться. Только когда Мин и на их глазах прошел мимо по узкой тропинке под деревом, Селянь медленно расслабил ладони, незаметно соскользнул вниз и невидимым ветром помчался прочь. Он некоторое время бежал сквозь густые заросли, затем Ши Цинцюань обернулся и шепотом спросил: «Ваше Высочество, почему вы не дали мне позвать Мин Сюна?» Селянь, однако, не ответил, а резко застыл на месте. Ши Цинцюань вновь повернулся, и его зрачки мгновенно сузились. Мин, который только что вроде бы ушел от них далеко, стоял прямо перед ним, или, лучше сказать, перед ними. Он хмуро пробурчал, держась за дерево, словно не мог стоять сам. «А ты почему тоже здесь?» У Ши Цинцюаня вырвалось. Я, Селянь, не производя ни звука, завел руку за спину и покачал ею из стороны в сторону, намекая, чтобы Ши Цинцюань ни в коем случае не раскрывал присутствие здесь кого-то третьего. Ши Цинцюань понял намек, а Мин и тем временем нахмурился еще сильнее. «Что ты там делаешь за спиной? Что-то прячешь?» Ши Цинцюань поспешно показал ему пустые ладони. Нет, Селянь ощущал, как мурашки раз за разом пробегают по его голове и как немеет позвоночник. Видимо, Ши Цинцюаня напугало столь внезапное появление Мин, и, невзирая на то, что он весьма доверял тому. На лице Мин и отразилось непонимание. «Я ведь не просил тебя на самом деле показывать мне руки». Это выражение хоть и отталкивало презрением, а все же казалось таким близким и родным, что Ши Цинцюань издал вздох облегчения. Постепенно отступили и мурашки, которые захватили уже полтела. Сердце Селяня же охватило неизмеримое волнение, но сейчас он не мог позволить себе необдуманно открыть рот. Мин и спросил: «А где повелитель вод? Ты тоже не видел моего брата?» «И я его повсюду ищу». Но ведь магическое поле должно было отправить нас прочь с острова Черных вод. Почему его высочество вернулся, а мы до сих пор здесь? Селянь, слушая его, втайне забеспокоился. Принц все силы тратил на подавление рвущегося наружу смеха, являющегося обычной реакцией Ши Цинцюаня на излишнее волнение, но при этом нормальная речь не походила на то, что сейчас мог бы сказать повелитель ветров. Поэтому Селянь, в ужасе схватившись за волосы, ткнул в Мин и пальцем и воскликнул: «Мин Сюн, я же просил тебя почаще тренироваться. Ты снова ошибся, потому что тебе не доставало практики». Вышло слегка наигранно, однако возымело результат. Мин и не заметил подвоха и с потемневшим лицом прикрикнул: «Катись! Сам бы нарисовал, если такой умный». Несмотря на это, он все же подошел ближе. Ши Цинцюань не двигался,
И тогда Селянь поскорее взял на себя инициативу, поддержал Мин и под руку и спросил: «Мин Сюн, как твои раны?» «Яд больше не действует», Мин и покачал головой. «Все в порядке. Для начала отыщем повелителя вод, а там поговорим». Ши Цинсюань кивнул, и они вдвоем направились дальше по тропе. Селянь никак не мог улучшить момент предупредить Ши Цинсюаня, отчего непрестанно сокрушался в душе, но вдруг почувствовал, что его рот чуть приоткрылся. Ши Цинсюань беззвучно шевелил губами. Принц невольно сосредоточился и постарался разобрать его слова. «Что в конце концов происходит?» — спрашивал Ши Цинсюань. Селянь, боясь, как бы Мин и, который идет совсем рядом, не заметил ничего необычного, чуть опустил голову и тем же способом ответил: «Он не настоящий». Сомкнув губы, Селянь почувствовал, как рука покрылась мелкой гусиной кожей. Ши Цинсюань широко раскрыл глаза и беззвучно переспросил: «Не настоящий». «Но кто же это тогда?» Селянь дал ему ответ. «Истинный божок-пустослов». Ши Цинсюань шумно глотнул холодного воздуха. Рядом раздался голос Мин. «В чем дело?» Ши Цинсюань сделал вдох до самого конца, затем точно так же выдохнул и дрожащим голосом ответил: «Мне страшно». Секунду помолчав, Мин и ответил: «Сейчас бояться еще слишком рано». Раньше такая фраза могла быть расценена как довольно странное, но утешение. Однако теперь она так и сквозила неописуемо зловещим смыслом, напоминающим угрозу. Ши Цинсюань опустил голову и сказал Селяню: «Не может быть. Божок-пустослов не умеет менять форму». На самом деле, произнеся «божок-пустослов», принц и сам почувствовал, что подобный ответ сейчас не слишком подходит под ситуацию. Можно даже сказать, такое обращение звучало излишне пренебрежительно, излишне неучтиво. Тот истинный божок-пустослов, с которым Ши Цинсюань столкнулся несколько дней назад, был не более чем мелкой сошкой, или же немощным двойником, или же недоеденным остатком. Поэтому принц дал второй ответ: «Черный демон черных вод». У Ши Цинсюаня подкосились ноги. Мин спросил, что на этот раз. Ши Цинсюань, стуча зубами, ответил: «Я хочу умереть». Мин и холодно бросил: «Размечтался». И вот снова. Тот же ледяной тон, те же бессердечные слова, совершенно ничем не отличающиеся от прошлого Минги. И все же сейчас в них зазвучал абсолютно иной смысл. Только и это еще далеко не конец. Селянь снова беззвучно зашевелил губами, назвав третье имя — Хэ Сюань. Кажется, Ши Цинсюань не мог больше этого вынести. Его сердце застучало подобно барабану, и Селянь тоже это почувствовал. Повезло, что они как раз переходили через маленький ручей, и принц мгновенно сориентировался. «Мин Сюн, давай ты все-таки сначала немного отдохнешь, а потом продолжим поиски. Разве у нас есть время на отдых? Ты ведь отравлен. А чем активнее двигаешься, тем быстрее действует яд. И вообще, если не хочешь отдыхать сам, мне, как простому смертному, отдых необходим. Пока присядь, а я принесу тебе воды». Принц, всячески стараясь двигаться непринужденно, подавляя дрожь в руках и ногах, усадил Мин и на траву, а сам подошел к ручью, чтобы звук бегущей воды помог им тихонько поговорить. Ши Цинсюань дважды омыл лицо пригоршней воды, немного пришел в себя и прошептал: «Ваше Высочество, о чем вы говорите? Кто же, в конце концов, этот человек за моей спиной?» Кто-то из троих перечисленных обернулся Мин Сюном. Или они все вместе собрались и заняли его тело? Селянь ответил: «Ваше превосходительство, возьмите себя в руки. Это не они, а он. Сейчас рядом с вами находится только один человек». С самого начала это был один человек. Никаких превращений и никаких переселений в чужое тело. Ши Цинсюань пролепетал: но ведь Мин Сюн, он, прекратите называть его Мин Сюном. Настоящий Мин Сюн давно мертв, откуда вам это известно? Вы его видели, не только я, но и вы тоже видели. Настоящий повелитель Земли — это тот самый скелет, который мы обнаружили в чертоге сумрачных вод. Думаете, почему он никак не мог справиться с лопатой полумесяца? Потому что этот артефакт никогда ему не принадлежал.
Несколько сотен лет назад этого человека звали Хэсюань, а после он обернулся непревзойденным и сменил имя на черного демона черных вод. Затем поглотил истинного башка пустослова и пришел за вами, пользуясь способностями твари. При этом он заточил и убил настоящего повелителя земли, давным-давно заняв место чиновника верхних небес. Только прозвучали последние слова, и принц весь будто окаменел. Ему на плечо совершенно без предупреждения опустилась чья-то рука.